Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный, сочный, ароматный, бюджетный апельсиновый пирог без яиц и молочных продуктов, без пищевых красителей, без миксера. 250 мл томатного сока подсоленного комнатной температуры, 200 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара я туда добавляю и просто все перемешиваю до растворения сахара. Сразу хочу сказать, томатный сок абсолютно не чувствуется никак во вкусе уже готового пирога. Мы его берем только для сочности и для цвета. 70 грамм растительного масла без запаха. Пирог получается абсолютно постным, идеально подходит для предрождественского времени. 375 грамм муки. Все это сразу перемешиваю тем же самым венчиком. Как вы видите, что здесь нам даже не понадобится ручной миксер. Пирог получается необыкновенно влажный, сочный и ароматный, и очень вкусный. 2 чайных ложки разрыхлителя добавляю туда. Добавляю туда цедру одного крупного апельсина. Можете взять цедру 2 небольших апельсинов, все на ваше усмотрение. Чайная ложка корицы. Специи можете добавлять по вашему вкусу, ваши любимые. И выжимаю туда сок одного апельсина, с которого мы, в принципе, снимали цедру. Количество апельсинового сока здесь примерно 100 мл. То есть, чтобы вы могли сориентироваться, потому что многие всегда спрашивают, сколько это в миллилитрах. Примерно 100 мл. Все это перемешиваю до однородности. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Добавляю туда 50 грамм сушеной папайи. Я ее нарезала. Абсолютно любые сухофрукты можете брать. Курагу, изюм, все, что есть у вас под руками. Я просто добавляю папайю. Очень вкусно с папайей получается. И по цвету она подходит. Сейчас очень разные продаются экзотические фрукты, так как пирог у нас апельсиновый, я взяла папайю. Итак, убираю выпекаться, не открываю духовку во время выпекания, на 45-50 минут на среднем уровне без конвекции выпекаю. Даю ему полностью остыть сейчас, этому пирогу, в форме. И потом, когда он уже полностью остыл, извлекаю его из формы. Идеально ровные боковины у него получаются. Если его убрать в холодильник, дать ему настояться и на следующий день только разрезать, он будет еще более вкусным и сочным. Я не советую этот пирог разрезать и кушать в горячем виде. Беру сейчас цедру одного апельсина. Здесь я ее специально сняла вот так крупно, чтобы удобнее было замочить ее в соке. Сок половины апельсина я здесь использую. Дала настояться апельсиновой цедре в соке примерно полчаса. Все это можно сделать заранее. 100 грамм сахарной пудры. Добавляю туда примерно 3 столовых ложки вот этого сока. Все это перемешиваю. Должна у нас получиться вот такая быстренькая глазурь. Консистенции примерно как сгущенное молоко с сахаром. Очень ароматная глазурь получается. Просто разравниваю. Украсить можно также цедрой, дольками апельсина. Пирог получается нежнейший. И если кто-то захочет приготовить веганский апельсиновый бисквит, ему нужно дать отлежаться в холодильнике ночь, и он прекрасно нарезается на идеально ровные коржи. Пропитывать их тоже можно потом апельсиновым соком. Пирог, смотрите, весь идеально пропеченный, ни в коем случае не клеклый. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.